друзья, с вами Одессит на кухне. Добро пожаловать на нашу уютную одесскую кухню. Вы просили, мы делаем. Сегодня фуршетный стол из нескольких фуршетных блюд, закусочек, будем так говорить. И, конечно, хлебный квас. И для этого нам понадобятся такие продукты. Ребята, не буду называть сегодня. Вот здесь вот, получается, у нас будут блинчики из шпината с красной рыбкой, с сыром Филадельфия. Ребята, сейчас перечислю все, просто название называю. Потом будут канапешки вот на таких вот палочках деревянных, с колбаской, с помидорками, с моцарелкой. Будет очень вкусно. И дальше будет сладкое канапе, то есть мясное канапе, сладкое канапе и шпинатный рулет с рыбой. А теперь я буду перечислять все продукты, начиная вот с края прямо. Бутыль, ребята, бутыль для кваса. Надо будет теплая вода. Сыр Филадельфия немножечко. Здесь вот для сладкого я сразу так немножечко разделил. Для сладкого канапе вот такие будут палочки у нас. У нас будет сыр, вы видите, виноградик белый и финики. Финики наколол. О, финик такой, вяленый финик, классный, без косточки. Дальше квас, то, что я вам обещал. Здесь у меня сухарики черные, белые, уже подготовленные. Сахарочек, изюмчик, сухие дрожжи. Ребята, количество здесь, сразу говорю, по всему не будет описания. Здесь, канапе вообще творческий процесс для меня. Здесь стакан сахара, 3 ложки сухарей, немножечко изюма, горсть, там штук 30-40. Чайная ложка, получается, сухих дрожжей. Воды теплой 3 литра. И 2 бутылочки нам нужны будут дальше. Дальше канапешки, так как я называю, колбасно-мясные. Я вот взял такую нарезочку и буду из нее его, знаете, вот этот процесс творческий, я всегда говорю, что вы заказываете. Хотите красную колбаску, хотите колбаску с салом, хотите с мяском. Когда вы будете заказывать, мы все сделаем. Но сегодня я хочу просто показать вариант приготовления моего творчества, как я люблю для себя готовить. И как бы так же самое с душой буду готовить для вас. Вот здесь будут мясные, я же говорю, колбасно-мясные канапешечки. В них будет входить салатик зеленый, помидорки, черри. Кстати, черри черный принц помидоры. Вот такие вот я сегодня нашел на базаре Черемушки в Одессе. Вот такой черри черный принц. Моцарелочка кружочками будет входить. Вот это как раз на мясные будет входить. Но еще может быть, мы польем вот бальзамическим кремом эти канапешки. Еще подумаю, может быть, еще чем-то польем. Ну, пока вместо то, что на столе. Ну, соль, перец, масло нам нужно будет в любом случае. А дальше у нас идет шпинатные блинчики сегодня. Не шпинатный рулет, а шпинатные блинчики. Конечно, нам нужен будет шпинат. Количество, ребята, здесь уже по-вашему, потому что здесь момент такой, будет вкусно, много и хорошо. Шпинат, молоко у меня здесь, красная рыбка, мука, 2 яичка достаточно будет мне для блинчиков. Ну и вот немножечко красненькой икры. Все, как бы все, наверное, перечислил. Сейчас немножечко раздвигаюсь и начнем потихонечку, поступенчато готовить наши блюда. Канапе, 2 варианта, это мясное, сладкое, и шпинатные блинчики с рыбой. Ну и квас. Все, немножечко все раскидали по разным сторонам, что в холодильник, что по углам, как я говорю. И начнем с кваса. Нам нужна литровая баночка. Вот сюда отправляем наши сухарики. Здесь сухарики, получаются, пшеничные, сухарики ржаные и немного солода. Такой комплектик. По квасу, ребята, распишу для вас, потому что я знаю, что вы любите квас. И заливаем вот это все дело кипятком потихонечку. Не спеша, баночка холодная, вот так вот чуть-чуть кипяточечка налили. Оп, чтобы баночка, интересно, прогрели, еще налили. Помешали уже тоже, вот видите, можно размешивать его. И еще налили.
Размешали. Можно сразу в 3-литровый это делать, смотрите. Но мне удобно, я хочу просто отмерить литр. Можно даже меньше, пол-литра. Здесь уже момент такой, нужно... О, хорошо размешайте, главное. Все полностью, чтобы растворилось. Размешиваю, доливаю литр и оставляю где-то на минут 20 настаиваться. Через 20 минут приду к вам. Так, у нас квасик, он там сзади меня настаивается 20 минут. И как раз за эти 20 минут мы начнем готовить уже для шпинатных блинчиков. Вот беру листики от шпината, отделяю в емкость, погружной блендер, емкость любая удобная. Именно листики зелененькие нам надо. Все, отделю, вернусь к вам, дальше покажу, что дальше делаю. Порвал шпинатика. Сюда отправляем 2 яичка. Ребята, ингредиенты для блинчиков тоже напишу. Знаю, что вы не знаете как. Всегда вам помогу. Все, 2 яичка. Убрали. У нас пикалка тут немножечко работает. Ну, ничего страшного. Это у нас градусник, который показывает, что мы делаем и как мы делаем другие продукты по ходу. Дальше беру на небольшую скорость, где-то на 4, и буду перебивать вместе с яичком до однородной массы погружным блендером. Все, взбили нашу массу со шпинатом, выливаем в мисочку. Полностью все. Вот я взял венчик, все. И теперь мы будем готовить наши блинчики. Нам нужно немножечко соли. Чуть-чуть перчика. Молоко. Ребята, желательно все теплые продукты. Молока сюда отправляем. Уже сразу, вот видите, перемешиваем. И мы сейчас начинаем просеивать муку. Постепенно добавлять консистенцию. Я выбираю блинную. То есть я вот муку засыпаю и потихонечку начинаю вымешивать. Сейчас покажу, когда вымешу, какая будет консистенция. Все. Размешала вот до такого состояния, чтобы хорошо растекалось. Я посмотрю, потом, если надо, добавим либо молока, либо муки. Вы смотрите, я вот смотрю всегда вот по венчику, если вот так вот скапывают у меня, значит все, как в Одессе говорят, очень хорошо. Смотрите, дальше продолжаем сразу, не отвлекаясь. Видите, у нас много блюд сегодня, и сразу работаю прямо как в прямом эфире. У нас закипел чайничек. Здесь мы делаем? Сейчас перельем вот это все, то, что у нас в 3-литровый бутыль. Сначала, конечно, помешаем. Размешаем хорошо. О, есть. Вот, видите, там еще густое что-то есть. Оно как раз растворится сейчас до конца. Оно уже разбухло. О, отлично. Переливаем бутылечек. Горячая, аккуратно. Знаете, для вас любая прихоть. Баночка горячая, дымится. О, и дальше вот мы заливаем все остальное полностью. Этот бутыль, но не до верха, а где-то чуть-чуть оставляем немножечко, там, сантиметров 5. Ну и, конечно, перемешиваем это все. И на часа 3-4, а то и 5 в теплом месте пусть дальше настаивается. Увидимся через это время. Поставили сковородочку, вот она немножечко еще настоялась. И, ребята, еще надо 2 столовые ложечки масла сюда нам. 1, 2. Есть. И перемешаем. Ну, подготовил я еще для смазывания. Я буду смазывать кисточкой такой. И в тарелочку масло тоже налил. Вот как раз маслица уже. Сковородочка немножечко. И вот так вот я сковородочку смазываю.
маслицем. И пока она сейчас еще немножко разогреется, я перемешаю наше подсолнечное масло с нашим тестом хорошо. Ребят, хорошо перемешали с маслицем. Взяли поварешку удобную для вас. У меня есть такая порционная. Я всегда оставляю венчик. Почему? Я всегда перемешиваю с каждым блином. И на сковородочку. Берем вот эту поварешку и смотрим, как она на сковородочке. О, так вот. Разливается. Вот. Такой плотненький блинчик должен получиться. Вот у меня как раз одна поварешка достаточно на один блинчик. Все. Ставим на огонь, который будет запекать его хорошо. И видите, он меняет обалденский, красивый, яркий, больше цвет, чем он есть. Все. Сейчас пожарю несколько блинчиков, покажу вам, какой результат, и дальше буду пережаривать. Не забывайте, с каждым блинчиком я вот беру так вот раз, поднимаю поварешку, перемешал венчиком, набрал, налил на сковородочку. Масло по мере нужности смазываем. Мы пережарили наши блинчики шпинатные, вот такие вот они зелененькие получились. Вот один, смотрите, второй и так далее. Вот такие вот зеленые блинчики получились. Мы отправляем их остывать. И вот мы начинаем с первого нашего фуршетного блюда. Вот у нас на столе, посмотрите, зеленый салатик, красная рыбка, уже блинчики остывшие шпинатные, и немножечко сыра, икры. Все. Ребята, что я делаю сразу? Я беру рыбку, разрезаю на полоски. Вот у меня такие слайсы, а я разрезаю ее на полосочки. Сейчас разрежу всю и вернусь к вам. Все, мы все приготовили и начинаем наши блинчики. Берем блинчик, так вот разворачиваем, немножечко ложим крема и размазываем по всему блинчику. Сейчас размажу, ребята, равномерно по всему блинчику и вернусь к вам. Распределили наш крем, сыр сливочный. И дальше, смотрите, ребята, все просто. Берем рыбку, раз, положили. Ну, еще немножечко, конечно, потому что нам надо много рыбки. Вот как иначе. Вот так вот. Вот, есть первый слой. Потом берем зелень, разрываем, ставим вот посерединке. Вот так вот. Прямо во всю рыбку. Где-то не хватает, добавляем. Вот. Дальше опять рыбка. Берем рыбку, распределяем. И еще немножко, конечно. Рыбы должно быть больше, чем зелени. Вот для меня всегда главное побольше рыбки. А и потом зелень. Опять. Так вот, берем зелень. И еще, конечно, рыбки. Ни в одном фуршетном блюде вы не увидите столько рыбы, ребята. Потому что одессит на кухне очень щедрый на рыбу. Все. Вот. И теперь мы заворачиваем. Вот берем, видите, первый зелень сюда. Второй. Вот видите, я большую часть к себе оставил. Вот. Отталкиваю рыбу и еще раз заворачиваю. Все. Рулетик готов, ребята. Вот он, какой красавец. А в разрезе и с украшением вы его увидите. И сейчас мы продолжаем наш готовить фуршетный стол со сладостей. Посмотрите, у меня здесь немножечко винограда, немножко один финик и сыр. Я хочу сразу, пока я разрезаю сыр, вот сырный нож у меня, чиз, да, сказать Ренаточке с Черемушек большое спасибо, что она продала нам такой шикарный виноград. Посмотрите, какой он. Он просто
Сочный, сладкий и классный. Идеальный. А сейчас покажу, что я с ним буду делать. Все, режу сыр. Вот. Давайте я покажу с первой канапе. Вот такой. Вот беру сырочек, вот так разрезаю. У меня родомер. Ребята, выбирайте сами, какой хотите. Все, есть. И я вот прямо, и вот еще возьму, сразу разрежу финик при вас этим же ножом. О, идеально режется. Финик засахаренный. Так, раздвину специально, чтобы вам показывать. О, идеально, да? Берем, смотрите, вот, шпажку. Ренаточка, тебе сердечко еще очередное от меня. Это действительно кухни. Берем дальше. Виноградик. Ренат. Ты. Надеваем. Финик. Одеваем. Вот если даже надо вот так подержать. Вот, одеваем финик. Есть. О. Сырочек. Кубик. Вот так вот, хорошо. И еще финик. И, конечно, со сладких виноградников Ренаты еще виноградку. Вот так вот. Все. Вот наша канапе, ребята, готова. Один за другим, один за другим. Ну и сердечко, конечно, для вас. И как мы обещали, делаем канапешки из мяса. И начинаем с наших мясных канапешек. Берем палочку, ребята, берем помидорочку. Вот, разрезали на две части. Одеваем. Теперь мы немножечко салатика красиво возьмем. Вот так вот завернем красивенько. О, чтобы он был кучерявый. И оделся. О. Не оделся, значит где-то пододенем. Штанишки. Штанишки надо пододеть. Есть. Вот, посмотрите. Красота какая, да? А дальше, посмотрите, как розочку сделать из мяса или... Я из двух. Все делают из трех, а я делаю из двух. Беру так вот и заворачиваю. Завернул и одел. А теперь пальчиком вот туда. Так вот. Вот и получилась розочка. Дальше мы берем, разрезаем. Не будем разрезать. Будем брать целую нашу моцарелку и вот так вот одевать. Вот и решил я целую сделать для вас. Да? И дальше помидоркой закроем. Помидорочкой закрываем. Здесь у нас раз. Все. Вот так вот. Шикарно все получилось. Помидорочка. И вот так вот, если показать правильно, вот так вот. И вот мы начинаем пробовать. 3 блюда. 3 фуршетных блюда абсолютно маленьких, классных. Посмотрите, какие. Вы можете заказывать у нас. Уже скоро будет прайс. И вот такие блюда можно заказывать у нас. Ну что, начнем с рыбы. А что с рыбой начинать? Просто блинчики. Посмотрите. Возьму руками. Просто все буду руками брать. Фуршетное блюдо же. Много рыбы. Берем. Вот так вот ставим. И немножко и корочки сюда. Вот так вот. Раз. Чтобы было красиво. Посмотрите, как она стекает. Ну и что? Берем и пробуем.
А потом себе оставлю. И рыбу, и икру. Следующая мясная закуска. Вот берем вот отсюда, вот так возьму. Вот как она выглядит. Смотрите, как красиво. Да? Со всех сторон. Пробуем. Либо как шашлык кушать, либо как блюдо. Фантазия вкусов. Сок от помидор. От моцареллы. Кислинка. Ну и, конечно, от мяса копченость. Замечательно. Оставлю в сторону. Бокамис. Сейчас вернусь к нему. Ну, на десерт все просто. Сыр. Эти зеленые горошки, как они называются? О, они называются, кстати, виноградинками. И, конечно, сладость. Можно мед, можно все что угодно. Но мы сегодня использовали финики без косточек. Попробуем. И к вам, к сердечкам, посмотрите. К вам, сердечком. С любовью, со сладостью и красотой. Ну что, пробуем? Тягучий финик. Сочный виноград. Ну, конечно, сыр. У нас, кажется, был Родомер сладенький. Это просто бесподобно, ребята. Ждите пробу кваса. И вот, настоялся наш квас. Честно скажу, у меня стоял 6 часов, настаивался. Сейчас процедил его, уже процедил, то есть. Смотрите, подогрел немножечко, чтобы он был теплый, самое главное. А дальше процедура очень простая. Мы добавляем туда стакан сахара. Дрожжи сухие. Сухие почему? Потому что, вот как раз уже мешаю сахар. Потому что, чтобы не было запаха, ребята, добавите дрожжи свежие, будет очень сильный запах. Именно используйте сухие дрожжи для приготовления кваса. Вот потихонечку добавляю и перемешиваю, чтобы они полностью все растворились. Сейчас растворю дрожжи и, конечно, вернусь к вам, покажу самый интересный процесс в этом варианте. А процесс, конечно, самый интересный, когда мы будем его пробовать. Ну и что, наш фуршетный стол почти что подходит к завершению банкета, как говорится. И мы завершаем его квасом. Посмотрите, какой шикарный хлебный квас у нас получился. Все растворилось. И нам остается только его перелить в бутылочки и раскрыть вам самые главные секреты приготовления нашего хлебного кваса. 5 секунд. Ой-ой-ой, уже 2 бутылочки налиты. Посмотрите, и дальше волшебство происходит. Не доливаем, видите, не долил. Почему? Потому что нужно 3 килограмма изюма в каждую бутылку. То есть 3-4 изюминки. Я вот 5 кидаю, 6 может быть. Я не считаю, вот просто кидаю. Вот так вот. О. Обязательно изюмчик даст нам игривость в настроении. Все, я думаю, достаточно. Сюда
И еще 2 сюда. Раз, два. Все. Есть. Смотрите дальше. Секрет приготовления кваса домашнего. Вот видите, почему я не долил. Беру за бутылку, вот она. Выжимаю. Выжимаю. Почти что до верха. Там сантиметр, может 0,5 оставляю. И закручиваю. Закручиваю плотно. Смотрите, аккуратно бутылка может падать. Видите? Я ее к стеночке вот так вот. О. Иди постой, называется. Ну, еще изюминку. Для вкуса. Конечно, не для вкуса, а для игривости. То же самое делаю с этой бутылкой. Жму. Вот здесь остановился. Закрутил. И вот у нас 2 бутылочки сжатые, да? Друг к дружке. Вот они. 2 сестрички на плющихе. Как 2 тополя. Ребятки, посмотрите. Денег больше нет, как говорится. Все, что есть. На 2-3 часа в теплое место. Потом вернусь к вам, покажу, что произойдет. Волшебство. И последний секрет от меня, от Одессита на кухне. Приготовления хлебного кваса. Друзья, созрел наш квас. Посмотрите, какого цвета он такой квасного. Классного. Бутылочка жесткая, видите, 2 пальцами пытаюсь сдавить. Ну что, изюминки там внизу есть. Посмотрим, как всегда. Теперь хлебный квас, как он. Потихонечку открываю. Есть газики? Конечно, есть. Во. Ребята, и процесс сейчас пойдет. Опа. Видите, изюминки сразу раз. Всплыли. Все. Как всегда беру свою любимую ситочка. Тарелочку только не взял. Ничего, сейчас возьму блюдце. У меня там есть какое-то. Вроде я заметил. Вот. И будем пробовать. Газированный. Менее. И аккуратненько наливаем. Не, шипит, смотрите, как суперово. Это вам не канапе делать. Есть. Закроем. Сейчас фотографирую и вернусь к вам, как всегда. Попробуем его. И сегодня у нас такое блюдо, да, фуршетный стол, канапешки, сладкие, колбасные, рулетики шпинатные с рыбой, ну и, конечно же, квас. И традиционно анекдот от меня, от Одессита на кухне. Мой дорогой друг, ты такой пышный стал. Наверное, ты на диете. Нет, на 3 одной не наедаюсь. Итак вот. Видите, бульбочки идут, посмотрите. Шикарно, газированный. Настоящее брожение. Монахи бы средневековья завидовали. Ну, после канапешек сладких можно и попробовать. Классик. Аромат хлебный, ребятки. Ну что, пробуем. Вот тот самый квас из бочки. Это вам тот квас, который я готовил с цикорием. Второе мне очень нравится. Ну, я не по кофе. Кто любит кофе с цикорием, будет супер. Ребята. Охлаждающий. Летом будет вообще классно. Зимой тоже вкусно. А с вами был Одессит на кухне. С пальчиками, с колокольчиками. Разбирайтесь. Люблю, целую, обнимаю вас. Вам всего самого хорошего. Добра, мира, позитива. И побольше улыбок и здоровья. До скорых встреч, друзья. Пока, пока.